Сегодня мы будем с вами штурмовать гору. И не просто гору, а королевскую. Маунт Роял. И наш штурм начнется вот с этой лестницы. По-французски название горы будет Mont-Royal, и находится она в городе Montréal, правильно, в городе Монреаль. Сегодня мы с вами в Монреале зимой, в январе. Здание института в стиле 70-х. Выглядит как советские институты из 70-х. А вот кто-то елочку выкинул в январе. Слабак. Видите, да? Вход в здание. Это уже после лестницы. И это 5-й этаж. А внизу, у основания лестницы, откуда мы пришли, там 1-й этаж этого же здания. Поэтому, если вы немножко ленитесь, можно зайти в здание, подняться на лифте на 5-й этаж и выйти здесь, не шагая по лестницам. Мы у самого основания горы. Вот здесь. Технически можно и без лестниц, но это петлять, петлять и петлять. Более такими пологими путями. Оу! Придется петлять. Лестница на зиму закрыта, не обслуживается. Мы уже достаточно высоко, чтобы начали показываться виды на город. Это та лестница не обслуживается. А есть еще другая, основная. Вот ее уже почистили. Так что без лестницы не останемся. Зимой-то как хорошо видно. Летом тут листва, и эти здания через листву не просвечивают. Так что такой вот лайфхак. Хотите получить такой вид? Гуляйте зимой. Так, покажу-ка я вот таким вот крупным планом, что нам предстоит. Это восхождение на лестницу вот туда. Лыжня. И велосипедист. Но хотя бы не по лыжне. И на том спасибо. Если думали, что уже все, нет. Дальше еще лестницы. Но уже недалеко. И можно посмотреть демо-версию, чего нас ожидает. Ну а теперь точно все. Вот там вот последние ступеньки. И они уже каменные. Все. Восхождение завершил. Точка старта, вот то круглое здание. Точка назначения — смотровая площадка. Тут на смотровой всегда туристы. Если вы будете в Монреале, обязательно сюда приедете, не пропустите. Я здесь, наверное, уже раз так 10-й. Но вот на лыжах еще ни разу не приезжал.
Посмотрите, какие виды на город открываются. Подобное только в Москве на смотровой площадке видел. И в Париже на Монмартре. А самая линия горизонта уже может быть Америка. До границы с США отсюда километров 40 будет по прямой. С такой высоты до горизонта как раз 40-50 километров видимость. Если любите или скучаете по снегу, то Монреаль самое то для туризма из теплых штатов. Я же пошел греться чашечкой какао в павильон. Вот в таком зале можно сесть у окошка и уже любоваться с горячим шоколадом на виды Монреаля. Тут и мост, который тоже одна из главных достопримечательностей Монреаля. У него очень крутая подсветка ночью. Буду в летней поездке в Монреале, обязательно покажу. Здание, которое ближе к нам, до небоскребов, это университет МcGill. А в этом круглом здании я сегодня работал, исследовательский институт медицинского факультета. Очень знакомые крыши. Так что я подозреваю, что это тот самый отель железных дорог. Нет, не отель. Проверил в интернете, это жилой дом. Вот, меня интересует вот то вот здание. Это отель. И вот в том джиме мы сегодня вечером будем. Далее в видео мы посмотрим на улицы Монреаля. Полюбуемся на рассвет из окна высотки. И ответим на вопрос, можно ли в Канаде пользоваться только электрическими авто в качестве такси. Все началось с того, что Uber подсунул для поездки в аэропорт Теслу, третью модель. В Канаде к электрическим автомобилям отношение скептическое, якобы не для зимы эти машины. В январе в Монреале снег и холод, вот и проверим. Идея в следующем. В эту поездку я не беру авто в рент, а использую такси. И не просто такси, а электрические. Для этого в приложении Uber есть опция. Все просто, надо только выбрать. Посадка в Uber организована в Монреале намного лучше, чем в Торонто. В качестве очередной электрической машины нам попался Volkswagen, модель ID4. Машина как машина, везет хорошо и в салоне тише, чем в обычных бензиновых. В общем, рекомендую. Комната в отеле будет готова только в 11. Это через 15 минут. Поэтому взял кофе, сижу, жду. Ну что ж, заходим в номер. Это мой любимый отель. И в нем свеженький ремонт. Просторные номера. Офигительно высокие потолки. А вид из окна, ну, просто чудесен. Это высотка. Правда, мне всего достался 11 этаж. Вот. Обратимся к карте. Аэропорт. Гора Монт-Роял. Со смотровой площадки которой мы смотрели в этом направлении. Отель в шаговой доступности от горы и окно в том же направлении, что и виды со смотровой площадки. Те вон высоточки справа, это то, что мы видели с самолета, когда приземлялись. Но центр нам сегодня не виден.
потому что это вид на реку, а центр в противоположную. Тут под центром я имею в виду высотки даунтауна, они у нас за спиной. Касаемо номера. Кровать хорошего такого размера. Рабочее место. Ну и видите, это центральное кондиционирование. Никто в окне не вставлен и не жужжит. Шкаф. Уже висит мой плащ. И стоят мои сумки. Там же всегда прячется гладильная доска и утюг. Ну и ванна. Здесь есть некие особенности. Дело в том, что я приехал с утра в 11, как я уже и говорил. Поэтому всем привет. Мне достался номер, и готовый номер, который был готов к заселению, это номер для людей с ограниченными возможностями. Поэтому здесь вот так вот дизайн, чтобы сюда можно было заехать на коляске. И вот эти вот все перила. Ну да, и в шкафу, наверное, вы все заметили. Вот эта вот беленькая штучка. Тоже помогает людям с ограниченными возможностями. Сразу при выходе из отеля можно разглядеть смотровую площадку. А на соседней улице видна и лестница на склоне горы, по которой мы поднимались. Здание пивнушки на углу, над крыльцом писающий мальчик, в джерси местной хоккейной команды. Все правильно, тут рядом ледовая арена. Гремим по Монреалю. По пути попалась и самая крутая гостиница Монреаля – Ритц Карлтон. В ней часто останавливаются звезды, а на этом перекрестке толпятся фанаты. Вечером после работы идти под горку. Если ближе к отелю дома стоят плотным рядом, то здесь, около университета, отдельно стоящие особняки. Оказывается, буквально в сотне шагов расположено российское консульство в Монреале. Не знал, поэтому фотка от Гугла. Вечером зажигаются огни подсветки. И я решил вернуться по соседней улице с кучей огней. Тем более будет повод рассказать, что это за мужик в шляпе. Да вы и сами знаете. Леонард Коэн. Не могли не слышать его и миллионы фанатов подхватывают. Ну или этот мотив. Да, это тоже он. Ночной Монреаль из окна гостиницы. Утром все приходит в движение. Строительный кран начал крутиться с 6 утра. На мосте через реку поток машин. Как говорят в Москве, кто рано встает, тот за МКАДом живет. Видимо, в Монреале также. Загородные просыпаются рано. У меня же утро начинается с завтрака. Омлет из яиц без желтков, смузи и фрукты. А за окном автобус-экспресс. Оказывается, из аэропорта до дверей гостиницы на нем можно доехать. Запомню на будущее. Закончил работу и еду домой. В качестве такси досталась очередная Тесла. Уже модель Y. Со стеклянной крышей. Круто. Покажу улицы Монреаля в окно автомобиля. Мы поворачиваем на улицу Шербрук.
Это перекресток с отелем Ридс-Карлтон. Отель по левую руку остался. В центре Монреаля высотная застройка. Но все дома разные, двух одинаковых нет. Трясет на кочках знатно. Ну и вот это огромное здание с крышей в стиле шато. Помните, видели со смотровой площадки? Следующее здание музея со скульптурой у входа. Здание с колоннами, опять музей. Ну и церковь. Очень дорогой район. Так и называется «Золотая миля». Наш путь на карте. Мы объезжаем гору сбоку. И как только отъедешь от центра, начинаются дома попроще. Но все равно многие с вековой историей. Интересно поразглядывать. Вдоль дороги дома в основном многоквартирные. И все равно тесно натыканы, просторных дворов здесь не ждите. Хотите погулять, идите на гору погулять. Сразу как выехали из застройки, стала видна башня здания университета Монреаля. Огромное здание, почти как высотка Московского университета. В этом здании университета Монреаля я тоже бывал. Посещал химический факультет. По другую сторону виден купол оратория святого Иосифа. На момент постройки купол этой базилики был третий в мире по высоте, выше храма Христа Спасителя в Москве. Ну все, летим домой. По пути домой в аэропорту заметил коляски. В Канаде людям с ограниченными возможностями не только номера в отелях оборудовали, но и создали условия для активной жизни. В данном случае коляски для игры в баскетбол. В Торонто снега нет, и подошла пора для поездки на такси. И тут облом. Машина гибридная, и за электрическую я ее не засчитываю. Хотя выбирал в Uber так называемую зеленую опцию. Ну что ж, не пришла еще пора электрических авто, все впереди. Ну а это видео подошло к концу. До новых встреч!